Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро-расклад, прогноз Таро на декаду, 10 дней, последняя декада октября с 21 по 31 число. Давайте узнаем подсказки карт Таро на будущее. И у нас сегодня две колоды. Я взяла карты Ленорман для того, чтобы как бы исходную ситуацию или что для вас в эти 10 дней будет наиболее важно узнать. Или что нужно, может быть, знать, как карты видят, обстановку или с чем вы можете столкнуться. И карты Таро нам немножко детализируют. Поэтому сначала мы начнем с вами с Ленорман и добавим, у нас сегодня золотое Таро, колода. Итак, что же, с чем события в вашей жизни будут связаны, как видят Ленорман, обстановку вокруг вас? Каковы эти 10 дней для овнов с 21 по 31 октября? Ключ. Ух ты! Так вообще-то у вас период возможностей, когда вы можете... Да нет ничего невозможного. Раз ключи в руках, значит то, что вы себе наметили. Главное методы, мои дорогие, подобрать правильные. Может быть, вы как раз и будете что-то согласовывать, какие-то документы подписывать, с кем-то договариваться. Потому что, вот смотрите, ключ изображен и дверь. Вот вы должны эту дверь открыть. И себе где-то не помешать. Но и увидеть все какие-то нюансы, детали. Когда вот эта карта выпадает, да, это возможности. Но здесь еще и немаловажно, знаете, быть внимательным. Вот такое пристальное внимание вам придется в эти 10 дней уходящего месяца уделять разным вопросам. Ну, а тут еще и выбор, карта развилка. И на выборе вы можете стоять. С одной стороны, вы можете оценивать каждый из этих путей, дорог, куда я пойду и что я получу в конечном итоге. Или смогу ли я вот эти ключи подобрать. Здесь есть какое-то, как и буквально вот развилка, когда мы одновременно не пойдем. Ну, нам здесь показано 4 стороны. Вот в 4 стороны мы даже в 2 не пойдем. И поэтому как и с чем-то определиться, так и где-то отшлифовать свои методы или найти нужные контакты, нужных людей. Ведь тут и такая может быть ситуация. И в колоде Ленорман карта башня, она не как в колоде Таро. Это имеется в виду как наша какая-то крепость, цитадель. И у нас на заднем плане, словно солнце. Эта карта может говорить о том, что вы можете отправиться к чиновникам или согласовывать те или иные вопросы. Для вас будет также актуально, как для кого-то, по крайней мере, потому что меня смотрят люди из разных стран. Решить вопросы конкретно, где вы проживаете. Или, может быть, это то, что связано с вашей безопасностью. Иногда по этой карте, как я сказала, идут уже и чиновники. И значит, вот, может быть, с чем-то вы определяетесь, и вам нужно подписать будет какой-то документ. Давайте раскроем еще. Но это то надежное место нашего спокойствия, где-то укрытия и тех наших возможностей, когда мы можем с одной стороны перевести дух и отдохнуть хорошенько, а с другой стороны это когда мы, ну, может быть, отчасти как накопления могут проходить, или те вопросы, которые связаны с финансами, но это тоже стабильность. И если в том контексте, как я сказала, место нашего укрытия проходит и такое значение буквально, когда вам может захочется как бы уединиться или чтобы закончились какие-то невзгоды. Это может быть тот период, когда вам захочется тишины, покоя и, правда, одиночества. Именно в этой колоде это проходит. Но и карта говорит, да, но ты тогда рискуешь как будто остаться один. Может быть, это есть какой-то вопрос, который не стоит, ну, перекладывать на чьи-то плечи, а выбор именно нужно делать вам. Что я имею в виду? Овну не свойственно кому-то перекладывать на плечи, но, может быть, тот вопрос, который построен, мои дорогие, на взаимодействии с человеком, с тем человеком, с которым сложно договориться, и тогда вот эти две карты – все равно где-то говорят, держи руку на пульсе. Ну, участие какое-то нужно проявить, потому что у вас идет дальше аркан дерева, и это символ надежности, благополучия, нашего успеха сегодня и успеха завтрашнего. Дерево уходит корнями вглубь, и это как рост.
Это может быть ваш личностный рост. Или, опять же, это вопросы семьи, дома. Такое тоже может для кого-то проиграться. Но и, опять же, внимательно, если мы возвращаемся к карте башня, есть такое значение, смотри внимательно, чтобы твой покой не нарушили враги. Поэтому, ну, правда, какую-то ситуацию вам придется отслеживать буквально в деталях и делать выбор одновременно. Что-то на кону может стоять не просто благополучие, а то, что будет свидетельствовать на долгий период времени о вашей уверенности. Что это еще за вопросы? Ну, личная жизнь. Ну, раз башня, то и дом, и дерево, и семья, и надежность, и порядок, и уют, ну и любовь, конечно. Вообще прекрасные карты выпали. Но вот вам нужно определиться. У кого-то банально, мои дорогие овны, нужно определиться с вашим партнером, может быть, и так. Или вам кто-то сделал, может быть, даже предложение. Или вы вполне вероятно кому-то собираетесь делать предложение. Но карта сердца – это о любви. Значит, вопросы личной жизни, они отнюдь не на последнем месте. Для кого-то могут быть вопросы, связанные с личной жизнью и с переездом. Сама по себе карта развилка говорит, что вы на пороге перемен. И как будто ты их сколько не откладывай, а выбор-то этот делать придется. И ключи находить вот к этой двери тоже. Но тут как будто ключ-то уже есть. Давайте мы немножко раскроем и поясним. Что нового войдет в вашу жизнь? Достанем вот такую карту. Или какие возможности придут на ваш порог? Что вы сумеете решить, согласовать, разобраться с чем? В чем ваша сильная позиция, в чем ваш успех? Мы спросим, что же будет дальше? Что за этим следует? Может быть, те события, мы ведь смотрим на последнюю декаду месяца, что переходит на ноябрь или будет в ноябре продолжено. Достанем карту неожиданности и по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Как на 10 дней карты видят энергию денег для вас, финансы. Что в личной жизни, какие направления. И достанем карту совет. Давайте будем смотреть. Итак, что же нового войдет в вашу жизнь? Я не могу сказать, что это что-то новое, но, наверное, у нас весь уходящий октябрь как раз с тем и связан, что есть какая-то путаница у кого-то из вас. Это может быть взаимоотношения по работе или именно взаимоотношения. Продолжать мне эту работу или нет? Соглашаться мне на что-то, например, или нет? Вам могут и предложить. К примеру, даже те люди, которые вас знали. Или, ну, как, знаете, обратный запрос с того места работы, где вы уже трудились. Но, безусловно, это карта ностальгии. Поэтому что нового войдет в вашу жизнь? Какая-то может о себе напомнить старая история или человек, но в каком-то совершенно новом контексте. Давайте мы узнаем, что это будет означать. О чем нам хотят сказать карты? Будет много общения, причем, смотрите, общение приятное. И давайте сюда положу по центру, будет лучше видно. И если мы о ключе, то вы действительно можете со всеми договориться или найти какой-то удобоваримый вариант. Что же это еще? Вам может быть предложена поездка. Или вообще, в принципе, карта перемен сама по себе. И правда, она подтверждает значение развилки. Выбор какой-то вам делать придется. Для кого-то из вас это смена графика работы. Это смена направлений где-то в деятельности. Может поменяться у кого-то, к примеру, руководитель, пришел новый, и вам какие-то дополнительные назначения пытается сделать. Или, ну, доверяет вам какую-то отрезок, участок работы, потому что все-таки тут больше каких-то приятностей. Карта сада и шестерка кубков об этом тоже говорит. Или, если даже по личной жизни, значит много, в принципе, общения, какие-то предложения, перемены. И если мы называем шестерку кубков как карта ностальгия, то, правда, какие-то отношения, и у нас ретроградность большая, когда к нам могут вернуться люди из прошлого. Вы можете даже случайно на улице, к примеру, встретить какого-то человека, с кем долгое время прежде были контакты или его знали, а потом
как-то это все расстроилось, закончилось. А здесь это может возобновиться. И, в принципе, в любых сферах жизни. Но здесь у нас выпадает именно как новое. Значит, пусть это даже хорошо знакомое старое, но с какими-то новыми предложениями, общениями, с каким-то очень интересным продолжением. Хотя у кого-то будет означать новая сфера деятельности. Иногда по карте корабля, все же один из символов Меркурия, вы можете заинтересоваться, к примеру, IT-технологиями или работой посредством интернет. Вы можете искать работу именно когда вы работаете на дому. Это может быть от интернет-магазина и заканчивая, ну, какими-то любыми контактами, если вы, допустим, работаете в сфере услуг, или вы, ну, вот как менеджер, который регулирует некоторые вопросы работы, координирует что-то. У каждого здесь по-своему, потому что по кораблю проходит как и объем информации большой, так и общность людей. Она тоже может быть достаточно, ну, не маленькая на этой неделе с учетом аркана Сад. Хорошо. Давайте мы откроем следующую карту. И что же вы сумеете решить? Смотрите, еще одна шестерка. Или организовать, или как в чем ваша сила, в чем ваш успех. В мужестве. Это карта мужества, мои дорогие. Карта смелости. Потому что трое отправились от прежнего берега, и они плывут в никуда. У них хватило духу, хватило силы, потому что уже как на прежнем берегу все исследовано, все понятно, нет какого-то прогресса. Дорогу осилит идущий, в этом ваша сила, но это ваша составляющая основная. И это карта заслуженного успеха, это тот успех, который к вам придет через какое-то время. Кстати, у нас сейчас только что мы говорили с вами о корабле. И о перемещениях говорили, или работа с командировками, или у кого-то переезд, или какое-то новое дело, которое либо вы начинаете, либо вам предлагают, либо вы продолжаете что-то, но с какими-то обновлениями. И правда, какой-то успех как будто дважды. И может быть то, что было даже хорошо забыто в новом контексте, с новыми условиями, с новыми обстоятельствами, буквально вас приводит к успеху. Но это не тот успех, который за эти 10 дней, мои дорогие. Это вот что-то будет складываться таким образом, что вам понравится. Карта Сад. Это благополучная карта, что касается общения, контактов. Причем таких контактов, которые более дружелюбные. Вот на такой хорошей волне взаимопонимания. И не случайно у вас выпадает карта Ключ. Поэтому, но в будущем, может быть, у кого-то это будет означать заходом на 2025 год или ближе к концу года. Что-то даже в ноябре, мои дорогие, у вас здесь может что-то определиться планетарно. Звезды нам обещают где-то начало, середина ноября больше ясности в нашей жизни по тому или иному вопросу. Но вот как будто начать что-то или продолжить из прежних знакомств, из прежней занятости, из прежних возможностей, но с элементом обновления. Это как ваша сильная позиция, так и это где-то на будущее хороший эквивалент вы заложите собственного успеха. Давайте мы с вами спросим, что же будет дальше, как это будет развиваться, как раз в тему. Но, видимо, это будет развиваться таким образом, что вы окончательно закроете в прошлое дверь. Нет смысла что-то продолжать. Нет, может быть, знаете, как вам самим уже не захочется оглядываться назад. Здесь что-то, как и в отношениях, к примеру, у кого-то будет из вас новая, как эпоха взаимоотношений, новое взаимопонимание, новые возможности. Как какой-то вы оцените, можете оценить своего партнера, даже хорошо знакомого, как новый тандем, или когда мы вместе с ним заодно. Ни одной не выпало карты, которая бы говорит о каких-то конфликтах, кстати. Или о том, что мы, ну, как-то пытаемся кому-то что-то доказать. Нет, посмотрите.
Очень благоприятные энергии до конца октября для вас, мои дорогие. И, может быть, именно это дает вам возможность закрыть в прошлое дверь. По десятке мечей, если мы спросили, что будет дальше. А дальше что-то будет, буквально. Сейчас я раскрою на колоде Ленорман. Но десятка нам говорит мечей, все. Прошлое от тебя ушло практически. Оно пытается оттолкнуться. Хорошо, давайте проясним, что же будет дальше. Что будет дальше с заходом на ноябрь. Ну, видимо, как вот этот выбор, всегда карта тучи, обратите внимание. Только наполовину карты у нас туча сама по себе. И это не постоянный какой-то момент или туча не навсегда, она прилетела, улетела, будем говорить. Вот могут быть какие-то временные трудности. Или, мои дорогие, вам нужно какой-то гештальт закрыть, с каким-то вопросом разобраться. Человек может о себе напомнить, ага. А вы знаете, это вы можете захотеть вот от таких лис хитроумных побыстрее избавиться, чтобы не было какой-то хитрости. Вы, кстати, можете совершенно отчетливо увидеть, как вот в этот период, в окончании октября, как кто-то из тех или иных людей с вами пытался хитрить или манипулировать. Тут конкретно вы можете узнать какую-то тайну или совершенно отчетливо увидеть в каком-то другом свете человека конкретного, когда вы поймете, что он ловкий манипулятор, и я не могу кому-то доверять. И я так больше вижу, что вы здесь, и я не могу сказать, что вы с кем-то спорите. Вы можете даже уйти, скорее всего, по-английски. Или как будто вычеркнуть какого-то человека из своей жизни, тем самым перестав полностью общаться. И сделаете это достаточно красиво, что еще? Да, вам как будто задача, посмотрите, все три карты практически говорят, и заключительная метла, если первая на картах Таро, мы сказали, закрывайте в прошлое дверь, то аркан метла как раз вы еще и от мусора избавляетесь, от всего ненужного, наносного, лишнего, от того, что, ну, вас где-то удерживает, как в каких-то рамках, или для вас означает застой. От ненужных, может быть, и планов, или вы придете к выводу, что это были прожекты, я на что-то согласился или согласилась, а это дорога в никуда. Некоторый анализ ситуации и вот того момента, где вы сейчас находитесь, вам, правда, нужно что-то переосмыслить. Может быть, это касается как и людей, кто со мной, а кого я оставляю навсегда и закрываю дверь. Вот такие важные вопросы. Может быть, это где-то будет пересекаться с вашим трудом. Может быть, и с финансами тоже нам ведь не говорят. А вот мне интересно, чего это может касаться. Но вы тут можете все расставить, правда, по местам. В целом карта благополучия. Вот видите, вам как будто необходимо поставить точку или сыграть какой-то последний аккорд на кону вашего благополучия. И значит, отказавшись, может быть, от чего-то, в конечном итоге это будет для вас означать как раз что-то доброе. Это будет больше добра, ясности, понимания, когда никто палки в колеса не ставит. Вот что-то тайное у вас может стать явным, мои дорогие. Очень интересно. Но в конечном итоге то, что вам мешает двигаться вперед, вы это нивелируете. Давайте узнаем. Карта Таро – неожиданность. Ну, какая прекрасная карта. Туз кубков. Карта наполненности, карта приятных эмоций, безусловно. Карта любви, личной жизни. Я уже не достаю дополнение каких-то карт, поэтому это как прекрасный союз можно построить. Даже если в вашей личной жизни были какие-то недопонимания, можно примириться, можно договориться. Более того, и можно уже и планы строить на будущее. Взаимопонимание, так это точно вы здесь установите. Это к вам может тоже кто-то проявиться неожиданно. Может быть, вот это как раз шестерка кубков и говорит о том человеке, который был в вашей жизни, но по какой-то причине он или исчез, или контакты прекратились. Тут ведь у каждого своя ситуация, но, безусловно, это карта радости и счастья. Поэтому в неожиданностях приятные неожиданности. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. Позитивная карта, люблю ее.
тройка монет, и это карта сдачи экзамена. Конкретно экзамены сдают. А у нас вот так вот прорисовано. Каждый по своему творчеству, виду деятельности. И для кого-то буквально, если вы учились, вы, может быть, это уже итог вашего обучения, вы сдаете экзамен, и теперь вы уже готовый специалист. И по этой карте вот наши знания мы можем приложить на практику или наши умения. И у кого как. Кто-то знает язык, и значит вам это каким-то образом может помочь, чтобы получить нужную должность. Кто-то умеет водить машину и имеет автомобиль. И для определенной работы, к примеру, это необходимое качество, необходимый навык. Кто-то из вас, ну, в какой-то такой узкой отрасли тоже одновременно эксперт-специалист, поэтому не бойтесь где-то о себе заявить. Вы ничего не боитесь, это понятно, но где-то, знаете, вот эти сомнения, что я буду о себе много рассказывать, что я буду выпячивать, а может, это никому не нужно. Но как-то элегантно подать свои возможности, мои дорогие овны, это для вашего блага, потому что за этим может последовать увеличение жалования или конкретно, ну, если у вас даже бизнес, то тут есть какие-то тоже обновления с вашей стороны должны быть сделаны, или, ну, какая-то рокировка, и это в конечном итоге тоже приведет к большим деньгам. Здесь вот больше прогресса как раз. Давайте посмотрим, если по документам, то тут тоже, даже если прежде что-то у вас вы не смогли оформить, да, то здесь, к примеру, может быть какая-то новая возможность или словно новый кабинет, новый чиновник, куда вы зайдете и больше найдете понимание или какого-то содействия. Поэтому не бойтесь стучать в двери, вам открывают. Ну и у вас ключи в руках. Финансы. Ух. Ваша карта, нечего добавить. Император. Помните, наверное, что мудрый император, он правильно оценивает обстановку. И чтобы его желание, цель была достигнута, он готов корректировать мелкие планы, чтобы ничто не помешало. И это у вас на финансы. Финансы есть, безусловно, финансы будут. Может человек вам какой-то помочь. Вы можете, в принципе, решить вопрос. Может быть, ваш вопрос касался, если мы говорим, тут у нас и как про переезд, так говорят карты, для кого-то актуальна, или карта-развилка, купля-продажа, например, недвижимости, или еще какие-то вопросы, которые связаны все равно имущество, жилье в конечном итоге, так можно свести к деньгам, и, может быть, важные какие-то согласования в связи с этими направлениями. Но у вас все получится осуществить. И я могу сказать, что если это необходимо, вы сумеете договориться даже с высокими чиновниками или с людьми, как представители власти. Для кого-то из вас, мои дорогие овны, получить новую должность. Все же и это я тоже не могу отрицать. Что же по личной жизни? Ух ты! А ведь правда у кого-то переезд. Посмотрите, карта мир. И здесь у нас словно Мадонна укрывает своей плащаницей людей. Вас как высшие силы берегут в эти 10 дней. Поэтому сами тоже не плашайте все, что мы сказали. Будьте осмотрительными. Помните, что нам по судьбе не всегда даются ключи. Часто мы пытаемся брать что-то штурмом. Это правда. Или настойчивостью. Решаться на что-то, на активные действия. А вот здесь, знаете, не столько какой-то напор, сколько мудрая активность. Потому что просто верьте в свою судьбу, мои дорогие овны. Верьте в себя. И карта мир – это когда итог, результат. Поэтому по личной жизни у кого чего касается вопрос. Если правда, куда-то вы собирались, намеревались переехать, переедете. Пусть даже не на этой неделе. Любой старший аркан как минимум недели 3 проигрывается. Поэтому, ну, уже какие-то направления вы будете более четче видеть в эту десятидневку. Или это ваш человек, который вот ваша именно личная какая-то история. Вы тут тоже можете как и знаменателей подвести, так и договориться. Вообще, в принципе, в личной жизни мир. Мир, гармония, покой, уют. Это что-то приятное, что-то прекрасное. Ну и предыдущие ведь нам карты тоже где-то об этом сказали. Давайте откроем карту совет. Ну а тут мне вообще нечего добавить, потому что выпадает у вас
карта мага, а первая карта ключ. Ключи в ваших руках, мои дорогие овны. Помните, для того, чтобы открыть эту дверь, нужно всего лишь этим ключом воспользоваться, вставить в замок и повернуть. А где-то не переусердствовать и не пытаться с пинка ноги открыть эту дверь. Все же маг – это великий манипулятор и волшебник. Может быть, благодаря этим энергиям, мои дорогие, вы как раз и видите какую-то неправду, какую-то, знаете, такую хитрость завуалированную. И вам она совершенно очевидна. И поверьте, мы ведь раскрывали эту десятку мечей. Здесь именно для того, чтобы вы подвели итог, чтобы все расставили по местам. Вам просто даже не захочется разбираться в чем-то после того, как вы что-то можете узнать. Я надеюсь, это проиграется, возможно, не для всех, но кто-то, правда, узнает то тайное, что теперь становится явным. Все в ваших руках, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.